Так, ну что, вот мы сегодня здесь собрались на подкасте, решили обсудить такую животрепещущую тему, как экспаты и прочее в Тбилиси. С нами сегодня... Мари, всем привет, я живу тут уже 4 года, но я тут родилась, поэтому тут достаточно интересная история, про которую я расскажу чуть-чуть попозже. А можешь и не попозже, на самом деле, можешь прямо сейчас. Я уже известный человек в этих Ванька-подкастах. Понимаю. Давай тогда я представлюсь, да. Я родилась в Тбилиси, но моя семья переехала в Москву, когда мне было 3 года. То есть росла я в Москве, но при этом мама каждый год отправляла меня в Грузию, точнее, в Тбилиси, к моей бабушке. То есть связь с Грузией не была утеряна. Я всегда чувствовала себя, что в России я как-то не 100% русская, в Грузии я обрусевшая. Так меня и называли, собственно, мои друзья, бабушка, дедушка. Короче, разные были ситуации. Вот. И поэтому всю жизнь я росла, не понимая, грузинка я или русская. И вот, получается, за 2 месяца до войны я переехала в Грузию. Видишь, как удобно получилось. Вот, живу тут, продолжаю наслаждаться жизнью. И все, да? В общем, мы хотели по списку там немножко обсудить вопросов. Так, я примерно их помню. Ну, будь медиатором, я просто буду... Да, ну, это больше, да, формат «я что-то спрашиваю», потому что, ну, со мной все понятно. Digital nomad, бомж там и так далее. Но какой-то взгляд на вещи я тоже буду провайдить. А можешь сказать, когда ты первый раз приехал вообще? Первый раз я приехал в Грузию весной 2023 года. То есть это уже нормально так шла война, и это не мобилизация? Не-не-не-не. Ну, в общем, я уехал-то... Ну, вообще не по этой причине, так скажем. То есть это скорее просто какой-то фактор, который придал дополнительное ускорение. Можно это называть просто, типа, кое-что случилось. Кое-что случилось, ребята, запомнили. Да-да-да. Вот. Вообще просто, на самом деле, давно хотел ехать. Но вот тут какой-то мотивирующий пинок, так скажем, произошел. Что-то произошло, да. Сначала поехал я в Турцию. Вообще, на самом деле, да, это в марте 22-го еще произошло. Поехал я в Турцию, у нас там какое-то комьюнити классное образовалось. Ну, такое всех, кто типа, что делать, что дальше там. Было довольно интересно, прикольно. Но какой-то, вот знаешь... Ну, не было понимать, что дальше делать, на самом деле, конкретики. Просто вышибло как-то немножко почву из-под ног. И я такой, типа, Вот. Но у меня, получается, умер батя в июне 22 года. И я, ну, конечно, я приехал обратно, чтобы там решать какие-то дела и все такое. Ну, и потом уже осенью, когда мобилизация началась, я не в нее в саму уехал, конечно, потому что, ну... Не было ощущения, что это меня напрямую как-то касается. Вот. Но спустя время, да, там, когда все что-то тоже начали активнее перемещаться, я поехал сначала в Тай, там прекрасно в Юго-Восточной Азии прозимовал, классно, вообще полностью стал другим чуваком. И потом где-то вот весной стал выбор, ну, климат уже все плохо, все такое, и стало вот, типа, куда дальше? По совокупности факторов самый большой для меня это то, что у меня много просто знакомых здесь оказалось. Я решил в Тбилиси поехать. Это был твой первый раз, получается? Да, это первый раз в Тбилиси, когда я поехал. Вот, я приехал и в целом кайфанул. Если кратко. Получается, кайфуешь уже 3-й год? Да, получается так. То есть пока что у меня такой маршрут зимой, зимовка в Азии где-то, и вот на лето, позднюю весну, начало осени я здесь. А не было какой-то мысли settle down где-то, чтобы вот тут я хочу прожить вот 5 лет и не уезжать отсюда? Ой, нет, вообще нет. У меня что-то со мной произошло, я с ума зашел, дорогие подписчики. Не путешествуйте, да. Я теперь не могу сказать, что я где-то хочу долго жить. Я вот где-то живу 2-3 месяца, и у меня какая-то внутренняя уже нужда просто дальше куда-то ехать. Я начинаю, типа, опять, по этой улице я уже ходил. Ну, то есть ты устаешь, когда ты долго находишься в одном месте? Ну, да. Ну, то есть у меня, жизнь разделилась, так скажем, на где я успешно 8 лет
оставался от дивана в Московской области в Реутове и Ребята, Реутов, зашибись. и доходил до пивного ларька, брал пиво и сидел дальше. Я 8 лет так жил. Ну, еще работал, конечно. Вот. А потом у меня резко что-то все по пизде пошло, и я уже не могу так. То есть, если я долго где-то живу, меня начинает бесить. И вообще в идеале где-то там, в отдаленном светлом будущем, когда я стану успешным подкастером или кем-то другим, Так и будет. да, я хочу просто везде ебланить, по миру путешествовать и долго нигде не задерживаться. Слушай, Да. это идеально. Я бы тоже так хотела. Как ты думаешь, Вань, чего не хватает в Тбилиси, возможно, или в Грузии в целом, чтобы ты хотел тут остаться на подольше? Или это как бы больше о тебе, нежели о стране, о месте? Ну, наверное, каких-то вещей действительно не хватает. Я их тоже расскажу. Но основная, конечно, причина просто, ну, что-то вот здесь. Типа мне просто нравится действительно путешествовать. Я бы, ну, в идеальном своем формате, я бы хотел быть достаточно богатым, чтобы выбрасывать просто вещи, которые я вожу, и вообще ездить с каким-то рюкзачком и не париться. Просто везде покупаешь заново. Слушай, но опять же, подписчики, вы не в курсе, мы с тобой обсуждали, Европа тебе не интересна совсем. Европа вообще не интересна, да. Ну, как-то так получилось, что та эстетика, которая там, она меня не привлекает, и мне не очень интересно. У меня, ну, возможно, исторически так сложилось, потому что я азиат, но мы в Иркутске азиаты в целом какие-то такие, типа. Вот, меня как-то туда тянет, и мне культура азиатская всегда нравилась. И меня прям, ну, я там себя чувствую на своем месте, так скажем. Но и здесь я тоже не чувствую себя каким-то плохим, так скажем, тоже на своем месте, просто, ну, туда как-то вот культурологически, что ли, какая-то внутренняя есть тяга, что вот туда заебись. Вот. Ну, касаемо того, что не хватает, ну, я бы сказал, что просто тесно. Типа, ну, довольно компактно, маленько. В этом есть плюсы. Ты еще не видел сентябрь 2022 года. Вот тогда было очень тесно. Очень тесно. И все эти просто лица грустные, поникшие, не знающие, что делать, просто передвигающиеся по городу. Вот это было прям тесно. Вот, расскажи побольше. Появились ли новые друзья у тебя? Что с этими стало, так скажем, чуваками? Как сейчас? Да, на самом деле я прекрасно помню этот момент, потому что я была тут в Тбилиси, и хоп, мобилизация, и вдруг город за 1, 2, 3 дня просто наполнился, так сказать, светлыми лицами. Побелел. Честно, первый момент это был шок, потому что, ну, непонятно, как на это будут реагировать местные, то бишь я, мои друзья. Начали появляться какие-то странные граффити, которые потом, как выяснилось, вообще русский чел рисовал. Андрей Митрошин. Просто и это было достаточно непонятно и страшно всем, как и местным, так и, я думаю, конечно же, экспатам. Но это было, мне кажется, первые полгода. И потом количество людей стало уменьшаться, русские экспатские бары начали закрываться. И вот я могу сказать, что за год, ну, если не в 2, так в 1,5 раза точно уменьшилось количество экспатов. Что я могу сказать по этому поводу? Мне было прекрасно жить с экспатами, это было классно, очень круто. Но и сейчас, вот ты сказал, сейчас вот не чувствуется вот этой тесноты. Ты спокойно можешь пойти в какое-то место, у тебя есть какое-то свое комьюнити, нет вот этих бешеных людей, которые приехали сюда только из-за того, чтобы спрятаться, которые открыто говорили: вот, дорогие друзья, так, пожалуйста, говорить не надо, что я здесь только потому, что у меня не было выбора, или я здесь, потому что я могу тут год находиться без визы, без ничего, это единственная страна, которая мне разрешает. Мне, как грузинке, мне, как человеку из Тбилиси, из Грузии, это очень неприятно слышать. Страна, она как бы вам помогает в трудную ситуацию, как бы там не было какого негатива, все равно вы можете тут находиться, и так открыто об этом говорить, наверное, я бы не стала. Это вот такое мое напутствие и совет. Вот. В целом, да, я думаю, что я выделила все самые такие основные моменты, которые были во время начала мобилизации, чтобы тебе еще интересно было бы узнать. Ну, были ли какие-то конфликтные ситуации, связанные с экспатами лично у тебя? Это хороший вопрос.
было вот только то, что я сказала, что экспаты открыто говорят, что, типа, на самом деле нам пофиг на это место, мы тут проездом. У меня были ситуации, был даже парень, который мне нравился, и он так мне сказал. И я такая, типа, чел, сори, но И он разонравился. у меня упал. Ну, типа, он мне это сказал открыто, я думаю, блин, вообще, нет, нам с тобой не по пути. Поэтому, да, это не самая приятная фраза, которую хочется услышать от экспата тут. Товарищи экспаты и гости, когда вы в гостях, ведите себя, как будто вы в гостях. Вы же не приходите кому-то в гости, чтобы сказать, что, ну, типа, мне просто вот забежал по пути, ну, так же никто не делает, или вот я похавать захотел, я зашел в гости, а мне на тебя пофиг. Так, ну, это невежливо, некультурно, и даже если вы внутри так считаете, но есть какие-то правила приличия, так скажем, общие гуманистические соображения о том, как себя вести, вот руководствуйтесь ими, так скажем. Ну да, ну типа, окей, вы тут расслабленно себя чувствуете, классно чилите, но зачем об этом говорить так открыто человеку, который любит это место всей душой и который ценит все, что тут происходит. В общем, не надо так делать. Вот. Ну да, в конце концов, всегда можете поставить себя на место другого человека, и если вы чувствовали бы что-то по отношению к тому месту, откуда вы, и кто-то бы пришел и сказал, ну, мне не нравится, но, типа, что, выбора не было, поэтому я тут посижу пока, то вы, конечно, к этому человеку не будете расположены. 100%. Вот. 100%. Вот, поэтому надо как-то вот ощущать какие-то такие штучки. Тем более не забывайте, что Грузия — это Кавказ, и все равно, ну, типа, какие-то вот эти горские, да, так это назовем, штучки в плане вот гость, там, отношения гостя к гостю, какие-то misunderstandings с этими штуками, они немножко по-другому. И так же, как, допустим, ну, в Сибири тоже вот к гостю есть тоже особенное отношение, и я знаю, во многих культурах тоже оно одно, а в каких-то типа пофигу. Ну, то есть, допустим, в американской культуре, насколько я знаю, это, ну, так, типа... Ну да, так и есть. Ну, гость да гость. У нас страна из гостей. Типа... Ну, по большому счету Да, так и да, есть. да, поэтому какая разница? А есть какие-то штучки, в которых вот надо понимать контексты, так сказать. Ваня, а ты вот интересную вещь сказал, что это все-таки Кавказ. Ты как-то чувствуешь, что тут остался Кавказ, вот будучи, находясь тут в Тбилиси? Или, может быть, там, типа, по отношению с людьми, я не знаю, как ты... У тебя есть вообще друзья грузины, кроме меня? Да, есть. Так. Вот, ну, конечно, ощущается, что это Кавказ, потому что, ну, все равно, во-первых, ну, мы с тобой уже это обсуждали, здесь такие вайбы, так скажем, ну, люди выглядят сурово, по-кавказски, так скажем, да, и все время есть ощущение, что они тебе сейчас дадут пизды. Но на самом деле они, конечно, не собираются этим заниматься, довольно гостеприимные, доброжелательные, но вот именно какой-то такой вайб суровости, он ощущается все равно. Даже несмотря на то, что здесь очень по-европейски, Тбилиси, ну, очень европейский город, тут очень такие архитектура европейская, и вообще вайб такой, ну, европейский, так скажем. И много именно вот каких-то таких штук, более европейских, так скажем. А все равно, да, я ощущаю влияние там вот этой кавказской культуры, так скажем, на все. А ты где-нибудь был еще на Кавказе, кроме Грузии? Нет, я не был. Ну, это же, как Если сказать... что, Грузия за Кавказе. Да? Блин, придется вырезать это подкаст. Я просто продолжила с тобой разговаривать. Большая склейка такая, типа. Ну, все это было напрасно, поэтому зря это говорю. Не, ну, как это сказать, все равно это же территориально, ну, более близко, чем, Конечно. ну, Сибирь совсем 100%. не рядом с Кавказом. Не за, ну, можно сказать, что это Закавказье в 8000 километров, но как бы все равно совсем другой вайб. Вот, а тут он, ну, в моем представлении, особенно учитывая, что я про Кавказ знаю только из книжек, там, не знаю, Лермонтова, ну, условно, в моем представлении какой-то матч есть, да. Но, конечно, никого не хотел обидеть, как бы. Вот. Если это обижает кого-то с моей точки зрения, комплимент, ну, в том плане, что типа, сурово, круто, там, туда-сюда. Согласна. Вот. Слушай, а вот знаешь, что интересно, возвращаясь к теме экспатов,
как тебе кажется, есть ли вероятность, что очень многие ребята уехали, потому что тут дорого? Ну, Просто еще раз, эта тема постоянно везде обсасывается, очень много людей про нее говорит, и все спорят. Сравнивают с той же Европой, с Берлином, с Таиландом. И, ну, у нас есть данность, факт, что очень многие ребята, они уехали. Но вот точно причины как будто бы нет. И вот интересно, то, что говорят, что тут дорого, ты можешь это заметить, сравнивая, опять же, с азиатскими странами? ну, здесь дороже, чем в Таиланде, конечно. Ну, В Таиланде где? Да, везде. Ну, как это сказать, в Бангкоке конкретно ты можешь на любой кошелек найти все, что хочешь. Так скажем, гораздо проще тебе регулировать свои расходы, потому что у тебя есть большая разница в аренде, есть большая разница в продуктах и так далее. И вообще, если что, ты можешь на Самуи уехать, и там будет еще подешевле. Вот, понятно, что если ты на Пхукете, там довольно дороговато, потому что туда набились все, и, конечно, когда все куда-то набиваются, все растет. Ну да. Вот. Но в целом тут я бы не сказал, что люди уезжают из-за того, что дорого. Скорее, во-первых, это очень тяжело куда-то уехать из своей страны. Это типа не для всех вообще. Вторая категория людей — это люди, которые реально оценивают свои шансы на получение там гражданства и так далее. Здесь они не ощущают, что это какие-то высокие шансы. Вот. Типа нет такого ощущения. Типа если, допустим, в Испании уже известно для всех роуд, там ты живешь какое-то количество времени, оно написано, тебе за это дают там паспорт, ПМЖ, потом паспорт, и все понятно. Или вГермании тоже все Португалии понятно. тоже так В Португалии все по понятно. Digital Nomad визе же сколько ребят поехало. И там типа порог не очень высокий, что-то 3000 евро. Подъемно достаточно. Там как-то, вот, все написано, и ты такой понимаешь, я могу. Здесь, конкретно в ВНЖ мне, допустим, не дали 2 раза. Возможно, там, не знаю, в какой-то момент просто на границе скажешь, все, давай. Но то есть все эти риски, они складываются в то, что люди просто выбирают какой-то момент, где они предсказуемо могут через какое-то время получить там какой-то документ, который они хотят по какой-то причине, да. А это одна из причин. Но по поводу того, что дорого, еще не забывай, что, в целом люди едут туда, где они могут заработать денег. Вот. Здесь им нужно конкурировать на местном рынке труда. Грузия, она не самая богатая страна. Очевидно. Да, вот. То есть люди поедут скорее, там, не знаю, в Берлин или типа того, просто потому что там больше рабочих мест. Это происходит как локально на уровне стран. Там из Иркутска я уехал в Москву, чтобы зарабатывать. Так это и на уровне глобальном тоже происходит. То есть люди набиваются туда, где типа много работ, много возможностей и так далее, где проще легализация какая-то и так далее. Такие соображения тоже есть. Но остаются вот люди, допустим, для меня это довольно просто, потому что у меня удаленная работа, не привязанная к месту нахождения, так скажем. Поэтому для меня это не очень сложно. Мне не нужно искать местную работу, мне не нужно конкурировать на местном рынке, и я как-то, могу в целом везде жить. Поэтому, я думаю, соображения какие-то такие. То есть это, во-первых, легализация офлайн документов, а второе — это поиск работы. То есть легко рассуждать на уровне айтишников, я отправил в LinkedIn резюме, я ремоут там. Но когда у тебя нет такой возможности, тебе же надо на местный рынок выходить. Ты выходишь, а тебя там, допустим, не особо ждут. Вот так бывает. Да. Поэтому ты такой, помыкался, что-то поделал там и поехал куда-то дальше, где это легче у тебя получится. Наверное, как-то так. Ты, мне кажется, не назвала очень важный фактор, по крайней мере, он для меня, мне кажется, и для тебя тоже. Это комьюнити. Комьюнити здесь классно. Да. Но... Опять же, если сравнивать с Таиландом, с другими азиатскими странами. Как это сказать? Комьюнити вообще одна из основных причин, почему я всегда приезжаю, кроме того, что здесь вкусно. Запомнили. Вкусно, симпатично, гостеприимно и классно. А здесь еще и комьюнити, у меня как-то выстроилось.
людей, с которыми мне нравится общаться. И, конечно, здесь оно классное. Так же, как, например, оно сформировалось хорошее, классное в Белграде. Тоже туда много кто переехал, и потихоньку вот спустя время уже образовалась комьюнити людей, которые типа такие вот. Ты приезжаешь как домой. Ну да. Так скажем. В хорошем смысле этого слова. Марочка. Да. Вы гости, но типа комьюнити позволяет вам чувствовать себя как дома, да. Это, конечно, ценные абсолютно вещи, потому что все хотят быть частью сообщества какого-то. В Азии, не так. В Азии не так, конечно, ты там будешь все равно каким-то одним. Но для меня это не самая большая проблема, как я понял спустя время. То есть я очень комфортно себя чувствую и один, и на самом деле... Комфортнее, чем с другими. Я бы так не сказал, конечно. Но, как-то сказать правильно... В общем, я прекрасно понимаю, что если приложу усилия, я найду друзей, комьюнити, смогу поступить. Короче, я ощутил power, так скажем, что я действительно могу это сделать. То есть я могу приложить усилия, сходить, там, не знаю, в спортклуб, там, в гольф какой-то, в свим-клуб, дайвинг-клуб какой-то. Ты часто знакомишься с людьми в спортклубе? Нет, я в основном в прошлом подкасте я уже сказал, что основной поставщик — это Tinder. Вот. Но в целом, какие-то хобби, такие маленькие знакомства, они формируются из хобби, конечно. И, конечно, когда ты какой-то экспат или диджитал-бомж, чтобы не чувствовать себя одиноко, тебе придется прикладывать усилия. То есть никто за тебя там в дверь не постучит и не скажет, типа, слушай, тебе одиноко? Алкоголизм постучит. Кстати, да, это ты хорошо подметил. Да, алкоголизм может постучать, типа, тебе одиноко, у меня есть решение для тебя. Но это говно, а не решение, подписчики. И параша. Это не решает никакие проблемы, только их усугубляет. Потому Согласна. что вы не решая... ладно, это тема для следующего подкаста. Моя любимая пластинка, как пиздато, не пить. Да, но если что, мы против алкоголя. Да, конечно, против. Зумеры тоже против. Да, мы и есть зумеры. И ученые, да. Моя прическа говорит об обратном. Бывает. Мы в Грузии, тут нормально быть лысым. Да, кстати, дорогие подписчики, я здесь себя очень естественно ощущаю, когда выхожу погулять. Во-первых, тут люди любят поесть, и по ним видно это. Во-вторых, прически у них тоже примерно особенно у людей постарше, прям как у меня. Поэтому я выхожу такой, Да, Ваня абсолютно мог бы пойти за какого-нибудь Гио или Сандро. Я вообще бы не удивилась бы. Да. Но у меня по генетическому тесту есть предки с Закавказья, кстати. С Закавказья? Закавказья. Сколько процентов? 25, по-моему. Слушайте, наш человек. Наш человек. Да. И кухня мне, допустим, здесь если в Азии мне вообще ничего не нравится, на самом Подожди, деле. а пад-тай? Плов лучше, чем пад-тай. Согласна. Тут и не поспоришь. Да. То здесь я прямо кайфую всегда. То есть тесто с мясом, тесто с тестом, тесто с сыром. Тестом погоняется. Да, горяченькое. Такое. Да, ребята, грузинская кухня — это, конечно, вау. Да. А Вань, ты сказал про Тиндер, упомянул. Я обсуждала с разными ребятами, и многие говорят, что Тиндер в Тбилиси как будто бы не работает, типа, чтобы познакомиться, там, как-то глубокую связь, а в плане дружбы как раз это очень хорошо получается. Можешь поделиться каким-то своим опытом, что ты можешь сказать, или сравнить, например, я слышала мнение, что в Казахстане очень классный Тиндер, и что там, типа, прикольные дейты получаются. И это я слышала от нескольких людей. Расскажи, пожалуйста. Здесь, во-первых, сразу же дисклеймер. У меня везде все отлично с Тиндером. Опа! У меня никаких вообще, у меня 0 претензий абсолютно. Я в какое-то количество сил потратил на то, чтобы симпатичные фоточки воткнуть. Какое-то количество сил потратил, чтобы написать просто правду о себе и description. И в целом у меня все там по мне понятно, никто не строит никаких иллюзий, что я богатый человек с роликсами. Нет, какой-то бомж, диджитал-номад. Это неправда. Да, мне
Это правда. Нет денег просто. Вот. Ну, но их достаточно, чтобы заплатить за кофе за чей-то и потом не писать предъявы, что это плохо. Он прибедняется. Что сильно делает меня выше вот в глазах Tinder-комьюнити, так это называется. Тиндер-комьюнити, Да. это хорошо. Здесь у меня все тоже было прекрасно с Тиндером, никаких проблем. Здесь огромное количество прикольных людей. А, как это сказать? Но здесь ожидания от дейта, они другие немножко. Ну, то есть, типа, в Казахстане, по моему опыту, ну, более романтикуе уклон. А в Тиндере здесь он более такой, как это сказать. Свободный? Ну, да. То есть, если там, ну, какой-то общий вайб был, что девушка больше хочет понравиться, там вот это вот все, то здесь как-то, ну, это всегда зависит еще от людей, которых ты лайкаешь, но какой-то общий такой вот средний срез, если брать, то здесь он более такой, ну, свободный, да, так это скажем, то есть более независимый, независимый. Там он, ну, он тоже независимый, понятно, ты же гость, но там все равно как-то больше романтикуе, так скажем. Интересно, интересно. Вот. А есть такое то, что когда ты ходишь на всякие дейты из Тиндера и вообще в целом общаешься с русским комьюнити здесь, то есть чувство, как будто все с друг другом знакомы. Ну, это вот про тесноту я как раз Да. сказал, да, когда я имел в виду именно не то, что здесь там негде сесть похавать. Я хотел сказать похавать, потом поесть, в итоге вот так получилось. Честно, именно в том плане, что действительно ты видел просто этих людей уже. Уже 100 раз. Да, особенно тех, кто здесь остался. Ты приезжаешь третий год и такой: о, здорово, все еще сидишь тут? Ну, понятно, А я уже в понятно. Азию съездил, Да, вот так именно, с лысину погладил. погладил лысину. Да, типа того. Поэтому, ну да, конечно, есть какое-то вот перенасыщение. И понятное дело, что из-за того, что я не знаю грузинский язык, у меня пул как бы свиданий, он ограничен русскоязычными, либо Подожди. англоговорящими. То есть ты ни разу не ходила на свидание с местной? Не, ну здесь некоторые местные девушки знают русский язык просто. Еще не забываем, мы знаем английский. Да, и знают английский. Но, типа, именно с местными, кто по-грузински говорит, я не мог, конечно, пойти на свидание, потому что я не могу ничего скоммуницировать. Ну да. Вот. Через Google Translate, дейт, это типа... Фринч. Да. Ну, то есть в Тае, например, я тоже с местными ходил на дейты, но всегда с англоговорящими. Расскажи. Мне кажется, это очень интересно. Не знаю, ребят, как вам, но, блин, я люблю такие истории. Не, ну, там все просто, там опять же сидишь, как бы, матч, пишешь хай, там, давай кофе перехватим. Так как я человек, который Ну, ты вечером... фаранг для них, они же обожают фарангов. Ну, как это сказать, там же, видишь, обожают это слово такое, оно вскрывает в себе несколько фактов. Во-первых, обожают, ну, конечно, скорее всего, ты здесь, ты приехал где-то за море срать, наверное, у тебя есть деньги. Ну да. Вот, это немножко меняет атмосферу дейта, так скажем, да. Вот. Но в целом, да, конечно, доброжелательные тайцы, очень доброжелательные в целом чуваки и чувихи тоже. Вот. Поэтому, ну, там классный дейт, просто ты мэчишься с кем-то, идешь на дейт. И если английский норм, то в целом можете даже поболтать. Ну, там есть всякие приколы с тем, что у меня тоже не идеально английский, конечно, потому что я не практикую Какой вот же так он часто. скромный. Так часто, как хотел бы, поэтому, конечно, есть там какие-то нюансы со свободным общением. Но, опять же, видишь, непреодолимы. То есть, если раньше я думал, что я никогда не смогу нормально спикать, то теперь у меня есть ощущение, что если я потрачу на это силы, я смогу. Вау. Вот. Мотивирует. Ищущий да обрящет. Ну, то есть, всегда первые свидания кринж. Всегда. Всегда. Даже Практически. даже на вашем родном языке всегда будет кринж. А если вы какой-то экспат где-то, и этот дейт для вас не на родном языке, то, конечно, не надо ждать от себя многого. Вот и все. Когда вы снижаете планочку, ожидания от себя прежде всего, и от дейта в плане там глубины, то вы можете расслабиться и просто выпить кофе, узнать, как там вот живет, допустим, медсестра, типа, как она работает, где, нравится ли ей в Тае, что думает про Тай, про приезжих.
Подкаст не можете записать. Вот. В целом, просто когда вы особо ничего не ждете ни от кого, не требуете, соответственно, тоже, то у вас в жизни вообще все кайфово всегда. Да, я вот слышала этот инсайт, и он на самом деле мне тоже очень помогает, потому что так человек устроен, он всегда от себя ждет что-то просто высокого, невъебенного, вообще чего-то такого. А если ты расслабишься и типа просто скажешь, будет так, как будет, всегда все самое классное происходит. Будь то дейт или просто встреча с другом, поэтому... Запись подкаста. Да, абсолютно Да, точно. даже если, что-то в итоге тебя не максимально устроит, это же рабочие процессы. То есть, типа, если ты что-то регулярно делаешь, например, ходишь на дейты, О, да. то рано или поздно у тебя как-то толерантность к кринжу вырастает, во-первых. Во-вторых, ты расслабляешься. В-третьих, ты просто понимаешь, что ты можешь понравиться любому человеку или можешь не понравиться. И в этом нет трагедии никакой. Это абсолютно ок. Да, у этой истории тоже очень много минусов. В какой-то момент, когда ты ходишь очень на много дейтов, ты забываешь, кому ты что рассказывал, какую историю. И ты такой, это он был или нет? Не, тут видишь, когда ты на другом языке это рассказываешь, тебе проще, потому что это все равно требуется такое количество усилий, что типа... Ты все-таки запомнишь, кому ты это рассказал. Да. Ты там поиграешься испаренной, когда пытаешься что-то рассказать. Поэтому, конечно, ты такой, типа, да, понятно. И вообще, это действительно стрессово и прикольно. Да. В какой-то просто момент потом у тебя уже иммунитет, и ты идешь такой, окей, очередное свидание. Расскажи о свидании с экспатами, так скажем, с твоей точки зрения. Ты обратился по адресу. У меня достаточно богатый опыт. Это было как хобби у меня в прошлом году, потому что я действительно очень люблю людей. Мне нравится общаться с разными людьми из разных сфер. То есть в моем пуле были не только айтишники богатые. Богатые. На самом деле... Очень много всего было прикольного. Есть ребята, с которыми я до сих пор дружу. Свидания с экспатами сильно отличаются от свиданий с местными, потому что местные не умеют водить девушек на свидания. Простите все грузины, которые смотрите это, но, пожалуйста, не надо говорить, можно я приду к тебе на первом свидании? Это очень кринжово. Мы не любим. Девушек надо водить по кафешкам, в парк, в кино, но не домой к ним навязываться на первую встречу. Пожалуйста, не делайте так. Вот, как раз-таки это, наверное, основная разница между свиданием с местными и свиданием с экспатами. Экспаты, они всегда хотят как-то, что-нибудь оригинальное придумать, как-то постараться, как-то вложиться, и я сейчас не про финансово, а вот что-то интересное придумать. Местные ребята, к сожалению, либо пойдем в тачке посидим, либо же опять давай я приду к тебе. Нет, знаете, как лучше? А ты одна живешь или с родителями? И все, если они узнают, что ты живешь одна, все, пиши пропало. Они начинают навязываться, говорят, что вот сейчас мы придем к тебе, давай просто почилим. Короче, это вот база местных ребят. Вот. Но... Опять же, из-за того, что экспатов осталось тут не так много, как мы знаем, круг становится все уже и уже и уже, и ты уже, свайпаешь кого-то, переходишь в Инстаграм и видишь, что там уже какие-то девчонки подписаны на него, и ты такая, окей, получается, что уже кто-то что-то тут побывал. Вот, поэтому, да, бывает такое, что ты приходишь в бар и... А вот это бывшие моей подруги, с этим я целовалась, с этим я общалась, и ты такой думаешь, что делать? А буквально вчера у меня произошла ситуация смешная, точнее, вообще она не смешная, но как раз просто очень актуальная к нашей теме. Мой друг был на день рождения и рассказывал историю другой моей подруги с театральной школы, что вот мы были на день рождения, и там был чел, который упал и сломал руку. Мы эту историю запомнили, думаем, кошмар. И вчера мне пишет эта подруга, и она говорит, а помнишь, вчера, что твой друг рассказал историю про чела, который упал? Это мой бывший муж. Вот такой вот тесный экспатский мир. И таких ситуаций просто очень-очень-очень-очень много и очень часто.
практически все знакомые. И еще за счет того, что я сейчас стараюсь больше общаться, хожу всякие там кружки, танцы, шманцы, все с друг другом знакомы, абсолютно все. И в какой-то момент это прикалывает, а в какой-то момент ты уже такой, типа, а где новые люди? Когда новые экспаты приедут? Вот. Поэтому так. Но надо еще не забывать, что тут есть комьюнити экспатов не из славянских стран, не из стран СНГ. Есть еще, типа, американцы, типа, ребята из Европы. Японцы. Японцы, да. Кстати, ты ходил в вузу? Помнишь, я тебе рассказывала, что, короче, есть очень классное место с раменом, где такие трушные японцы готовят прямо на улице рамен, и собираются ребята, там типа поют. Да. И ты как бы, ты даже не платишь там деньги за рамен, ты просто донатами. Сколько у тебя есть денег, сколько у тебя есть возможность, столько ты платишь за это. Ребята приходят со своими сиськами пива, короче, сидят там. Ну, короче, это очень классно. И... Своими сиськами. Своими сиськами. Очень классное тоже комьюнити, и, кстати, вот грузины с японским комьюнити очень-очень-очень тесно общаются. Мне кажется, что это в целом какой-то тренд во всем мире сейчас на Азию, и он не обошел как бы Грузию стороной. Я знаю, что ты тоже любитель, поэтому ты прекрасно понимаешь грузин. Да. Вот. Поэтому, да, на самом деле экспатов много в этом маленьком-маленьком городе, и ты сам можешь выбрать, с кем тебе общаться. Это правда. Но не надо себя ограничивать как бы людьми, с которыми тебе просто удобно, вот, и тебе не надо прикладывать усилий. Ты всегда можешь, типа, приложить усилия все-таки и пообщаться с кем-то другим. Абсолютно, абсолютно. Тем более в наше время, когда столько разных инструментов есть для этого. Тебе даже можно просто не выходить из дома. Но вы выходите из дома, совершаете ошибку. Да. Там, где не выход из дома, там побухать начинается, чуваки. Да, да. Но мы не пьем, повторяюсь, мы за ЗОЖ. Да. 112 дней же. Вау! Мои поздравления. Вот. Ну, наверное, такой глобальный еще вопрос есть. Вот тебе лично, как ты видишь дальше свою жизнь, так скажем? То есть хочешь ли ты здесь жить, или ты хочешь путешествовать по миру дальше, хочешь жить в Азии, я не знаю, или что-то типа того? То есть нет ли у тебя ощущения, что исчезающее комьюнити экспатов, так скажем, оно, будет снижать твой уровень жизни для тебя важный, так скажем, и тебе это не подходит, и ты хочешь как-то по-другому? Ваня решил довести меня до экзистенционального кризиса. Не, я сейчас подумал про это, типа, вот это ощущение, что окно возможностей того общения, которое тебе нравится, оно сужается. Нет ли из-за этого ощущения какой-то паники, так скажем? Слушай, это правда хороший вопрос, просто достаточно грустно за него стало в моменте. Изначально я вообще хотела тут всегда жить, хотела купить квартиру, но при этом я очень люблю путешествовать, и мне очень сложно. Я так, типа, туда-сюда, меня бросает из крайности в крайности, что я все, беру ипотеку, остаюсь тут, выхожу замуж за Гочу. А потом такая, типа, нет, я же еще в Африке не была. Блин, а в Аргентину съездить, в Бразилию, Мексику. И, короче, вот такие темы получаются. Но если возвращаться к теме экспатов, то, что их становится меньше, мне становится от этого грустнее. Это правда. Это правда, но не настолько, чтобы я отсюда переехала жить. Потому что Тбилиси и Грузия — это прекрасное место. И да, за счет людей в том числе, но anyway, все будет хорошо тут. Кстати, недавно, по-моему, недавно видел статистику на Reddit где-то, что здесь рождаемость по сравнению со всеми странами вообще вокруг, она, типа, большая. Серьезно? Да. Блин, странно, потому что, раньше было не модно, как это выразиться, раньше было удобно рожать много детей, а сейчас, конечно, урбанизация, она всегда снижает количество детей. Но сейчас вот я смотрю на свой круг общения грузинский, на там типа друзья друзей, знакомых знакомых, и у всех там типа в семье максимум 1-2 ребенка. Вот даже как будто бы в Москве, в России, там
там побольше рождаемость. Мне так кажется. Но опять же, я сужу по сугубо такому маленькому кругу. Это то, что я вижу. То, что я вижу и в чем я нахожусь. А есть еще деревни, есть всякие регионы, в которых, наверное, рожают сколько Бог дал. Ну да, ну это действительно рождаемость, это в основном на нее влияет, конечно, урбанизация и уровень жизни какой-то такой. Ну да, да. Но знаешь, что бесит? То, что не бесит, а как иначе. То, что в Грузии очень любят машины. В Тбилиси, в городе, который не рассчитан на такое большое количество машин. В семье, вот окей, в семье 4 человека. Мама, папа, там, брат с сестрой. У каждого по своей машине. И вы ставите эту машину, и все уже, не проехать, не пройти. То есть, ты прекрасно знаешь, особенно в старом городе, то, что тебе надо вот просто через это проходить, какие-то странные телодвижения делать, чтобы просто пройти. Или тебе надо идти просто по дороге, потому что асфальт занят машинами. И это, знаешь, такая медалька с двумя сторонами, потому что типа бесит, а с другой стороны, типа, а где людям парковаться? Ну да. Как бы парковочных мест там нету, это старые дома, о чем речь. Поэтому в этом плане, да, хочется что-то придумать, чтобы город был лучше, но пока что просто приезжают экспаты, и трафик становится еще хуже. Извините. Прощаем. Ну, вообще, да, это проблема многих городов, что машин просто на душу населения все больше и больше. А у вас в Иркутске как? Ну, тоже, есть проблемы с трафиком, определенно тоже довольно много машин, довольно большие пробки. Это все раздражает. Городская среда, она не особо приспособлена к этому. Особенно в городах, где старый город, да, действительно, старые города, европейские города, опять же, да. Вот эта вся инфраструктура, она не рассчитана на то, что там по 10 машин просто на одного человека. Абсолютно. Поэтому что поделаешь? В Иркутске я, кстати, давно не был уже. Довольно. 3 года, получается, да. Не хочешь поехать? Нет. Нет, извините, конечно, но нет. В целом поездку в Россию ты рассматриваешь как не то чтобы возвращение, там, условно, если что-то произойдет, а просто, съездить, может быть, с кем-то повидаться или просто погулять по родному городу или там по столице? Я совсем не такой человек. У меня, нет таких вайбов, что именно мне место важно там. То есть ты не испытываешь homesick никогда? Не. Я скучаю по людям каким-то определенным, но, к счастью, так получилось, что мы с этими людьми просто видимся в других каких-то местах. Вот это, кстати, база нашего времени, то, что реально сейчас все встречаемся где-то в другой стране, даже, те, кто живет в России, просто встречаются, там, предположим, в Азии. Это очень удобно, это очень классно. И мне кажется, это реалии нашего времени, с чем надо жить. Она, конечно, такая, как-то сказать, реальность узкого круга людей, которые могут так делать. У кого есть возможность, да. Нельзя забывать об этом, что это не такая уж, на самом деле, распространенная история. И в основном люди, конечно, живут по-другому, так скажем. Угу. Где родился, там врядился, на самом деле, да. То есть, если бы у меня не было какого-то драйва на то, чтобы там улучшить свои условия, уехать в Москву, и там какие-то деньги начать зарабатывать, то, наверное, я бы там прекрасно в Иркутске сейчас жил, кайфовал. Может быть, уже у меня ребенок был бы вообще. Может быть, и 3. А может быть, и 3, да. Я бы такой, все нормально, ништяк. То есть, все очень сильно зависит от того, как жизнь складывается. И не всегда очевидно, было ли это что-то хорошим, или это было что-то... только с течением времени ты понимаешь, вот это мне нравится, вот это не нравится. В моменте всегда непонятно, на самом деле. Ты можешь делать какие-то глобальные выводы, а потом пересмотреть, у тебя кризис, там, надо было детей все-таки делать. Мне кажется, это база просто. Да, но я сомневаюсь, что я буду так думать, конечно, потому что у меня философский подход, так скажем, к жизни. То есть я считаю, что выбор каждого, и, конечно, это очень большая, крутая часть жизни, поэтому, посмотрим. Может быть, вообще я вот так что-то пропиздел,
А там, не знаю, через 3 месяца я такой, ну все. Хочу бэйбика. Да. Жизнь динамичная штука. Вот. Но что я хотел вообще сказать? Да, вот ты спросил про homesick. Не, у меня такого нет. Конечно, я скучаю, да, по каким-то людям, но так, чтобы я такой, знаешь, о, это тот дом. Не, у меня нет такого, я вообще не очень хочу. Я назад редко. Я очень люблю витать в облаках будущего, но вот ностальгией я не болею. То есть, типа, я редко вспоминаю какие-то моменты, типа, вот, там были времена. А если вспоминаю, то это просто, типа, ну, допустим, у меня родители были живы когда. Конечно, я вспоминаю, что, типа, вот было классно там. Но мне пофигу Больше при по этом. каким-то моментам, Да, да. ну мне пофигу, где они бы жили, да. Но они были живы просто. Вот. Ну да. И я именно их помню. И также с друзьями. То есть мне пофигу, где они. Но вот конкретно каких-то чуваков, конкретные моменты, которые с ними были совместные. Ну да, прикольно было. Но, к счастью, так получилось, что мы можем попутешествовать и где-то что-то посмотреть, и так даже интереснее. Слушай, ну на самом деле, мне кажется, это хорошо, что у тебя именно так, потому что стоит зайти в ТикТок на экспатскую сторону ТикТока, и все просто в один голос начинают Wildberries, хотя Wildberries у нас теперь тоже появился, а там врачи, бровки и так далее, как мы скучаем. Ну, короче, это прям типа база-баз, потому что все в один голос экспаты тут скучают и хотят вернуться, но почему-то сидят тут. Наверное, что-то случилось. Наверное, что-то случилось, дорогие друзья. Ну, по поводу вот этих Wildberries'ов и так далее, я так скажу. Хороший, кстати, заброс такой на последнюю 5-минутку. Я вообще считаю, что это элемент пропаганды. Вот. Ну, то есть людей сформировали именно скуку по какой-то херне, которая никакого отношения не имеет к жизни вообще, на самом деле. Какое-то золотое яблоко, блядь, какой-то вкус, и вот творожок там. Ну, я не знаю, насколько это важно, или банкинг какой-то, там вот это вот все. Мне кажется, это, ну, просто какой-то центральный вот указ, что вот про это надо рассказывать, как это пиздато. Да, это пиздато. Но насколько это важно, ну, я не знаю. Я захожу в банковское приложение не так уж часто, чтобы мне было важно, что оно там охуенное. Я, не знаю, заказываю какую-то херню на Wildberries не так часто, чтобы мне было важно, что он есть. Конечно, есть какие-то моменты, которых не хватает. Допустим, магазин Хока. Но, блин, ну ладно. Ну, то есть, когда куда-то приезжаешь, ты же принимаешь правила игры, как бы, да. То есть, чего-то не хватает, а чего-то хватает. Например, климат здесь гораздо лучше, чем на всей территории России. Вот. Ну, слушай, самое бесячее для меня это когда все в один голос кричат «Сервис! Нам не хватает сервиса! Мы хотим Яндекс.Лавку в 2 часа ночи!» Так вот, видишь, они тейки даже одинаковые. То есть это вызывает подозрения на самом деле. Ну, то есть я тоже такие слышу, и мне кажется, что это действительно просто заказ. Ну, типа, вау. они все одинаковые. Я только сейчас про это подумал, но мне кажется, что-то в этом есть. Что, типа, вот еще про метро. Типа, постоянно. Но я очень рад, что мне не надо в него заходить. Я просто. вообще, мне кажется, лет 8 Я не не была в скучаю, грузинском потому метро. что там охуенно какое-то метро. Здорово, что не надо в него заходить. Вот и заходите, дорогие друзья, Ну, типа, ездите. то очень классно, что не надо в него заходить, просто потому что Согласна. Тбилиси гораздо компактнее. Согласна. Поэтому, типа, ты такой, ну, ладно, окей. Ура, ну, здорово, там, съездил в метро, проехал 100 километров, заказал Яндекс.Лавку, суши в 2 ночи. Да, суши еще, да. Типа, Тема просто. да, ну, типа, я не знаю, мне кажется, это все не супер важно. Вот и все. Поэтому, чуваки, ну, если это вам важно, то, конечно, наслаждайтесь. Но мне не особо. Так же, как, ну, врачи, да. Ну, про врачей могу так сказать. Просто, ну, вот это вообще просто сложно для экспатов, на самом деле. Тебе нужно какое-то время, чтобы ты оброс с врачами, которым ты доверяешь. Да. Но это Абсолютно же так. просто так же, как ты в одном городе в другой переедешь, тебе тоже какое-то время понадобится, чтобы там что-то найти. Я хожу к врачам только в России. Ну, да. Вот раз в год я езжу в Россию и всех врачей обхаживаю. Потому Ну, что это да. мои врачи, которые меня знают, мой организм, а не потому что в Грузии плохие врачи. Ну, да, во-первых, так. Во-вторых, ну, действительно,
Что-что, а вот частная медицина в России очень хорошо развита. Да, да, И очень абсолютно. удобные сервисы, и нет проблем, с которыми сталкиваются многие. Ну, вот знакомые, которые в Европу переехали, например, с записью к врачам там за Да 6 нет, там месяцев. вообще кошмар. Это, ну, для нас, для русских чуваков, это все супер странно. Вот. Ну, для людей, которые жили в России, да, в целом. То есть мы привыкли, что можно к врачу записаться просто хоть завтра, если у тебя бабки есть. Пожалуйста, там МРТ, ХУРТ, Да, что в угодно субботу, в можешь делать. воскресенье, в любой день. Да, доставай бабки и плачешь, и кайфуешь. И вот тебе твой мозг, там у тебя, ага, грыжа, понятно. Вот. Ну да, но это взрослая жизнь, поэтому действительно... Тут еще такой момент, я, конечно, создан именно для экспатов, для экспатской жизни, для номадской жизни. То есть я идеально, у меня даже, ну, сложно назвать это преимуществом, но вот смерть родителей, так скажем, да, она даже как-то оборвала вот именно какой-то вот этот homesick. То есть, видишь, ну, у меня сестра, да, ну, мы с ней общаемся просто, вот все. Но вот именно такого, чтобы я такой, типа, вот, я возвращаюсь, там, повидаться. Но если бы были живы родители, я уверен, что сильнее было бы это чувство. А так я как будто бы сделан даже для того, чтобы быть номадом, так скажем. То есть у меня максимально мало вещей, меня максимально это не интересует, и у меня даже нет хомсика никакого. Поэтому, конечно, мои все вот эти советы и пердеж всякий про то, как классно быть номадом, они очень специфичны. И это абсолютно не про всех история. Да, исключительный кейс. И работа, все максимально подстроено под то, чтобы просто везде находиться и нигде. И никакой сеттлмент мне поэтому не особо интересен, потому что, ну, просто реально такой вайб у меня. Я вот такой. Возможно, мне наоборот надо еще больше закрутить гайки именно в эту сторону, что типа еще больше намадить, там еще больше путешествовать, еще больше расхламиться. То есть у меня какие-то там эти 2 ноутбука идиотских, которые неудобно носить. Надо просто выкинуть волевым усилием один, ну, продать. Вот. И просто с одним ходить. Это гораздо облегчит меня. Ну, путешествовать с 2 ноутами такое себе. Ну, Не да. очень удобно, Особенно, мне когда кажется. это игровой ноутбук 6 килограммов практически. 6 килограмм. Да, 5,5, по-моему. Ну, типа, это жопа. И к нему еще периферия всякая, там, какое-то говна, это невероятное количество. Это практически весь чемодан, он просто вот в этой параше. Поэтому действительно я иногда думаю, что как здорово было бы от этого избавиться. Вот я тогда бы совершенная форма диджитал номада, так скажем. С одним рюкзачком. Да, как Пикачу там в Райчу превращался. Вот. А Райчу, ну, я не знаю, в кого там превращался. Возможно, больше ни в кого. Так, ну что, будем закругляться уже потихоньку? Подписчики, не бойтесь ходить на дейты. Экспаты круто. Грузия гостеприимная страна. Проблемы есть везде. Не стоит на них как бы акцентироваться. Стоит выбирать то, что вы, ну, конкретно для вас важно. Это не всегда вещи, которые для всех важны. То есть, если действительно метро — это топчик для вас, ради бога, я, ну, не осуждаю. Но как бы мне нет. Всем пока! Пока-пока.